Я был 3 раза сейчас на юге, и первая поездка была в том числе в Мелитополь. И вот в этой поездке меня больше всего впечатлило тот факт или тот страх, который видишь там в глазах людей. Причем не у тех, которые не согласны с военной операцией, это, по моим оценкам, меньшинство, именно они ругаются, ищут камеры и скажут, насколько они не согласны. А те, которые согласны, и это большинство, я вижу это на площадях, когда там сотни людей, они шепотами идут мимо солдат и говорят: спасибо, ребята, не уезжайте. Они очень боятся, и они прямо это сказали, они очень боятся, что русские уходят, и там будет расправа. Что в моем понимании, например, произошло в Буче, кстати. И то, что сейчас Алина рассказывала из Мариуполя, это очередной такой пример, что женщина боялась просто правду говорить, боясь, что, не дай бог, русские уходят и будет расправа. Я не хочу сейчас долго это время отнимать, я просто хочу один пример говорить, потому что Запад всегда говорит, это российская пропаганда, если говорят, что Азов и другие подразделения украинские используют мирных жителей как живой щит. Я пишу на немецком и читал на днях одну статью в немецком журнале «Шпигель», которая, наверное, многим известна. И там было очень удивительное предложение. Там они писали, конечно, звучало все очень положительно, но писали, что в Мариуполе, значит, им, Шпигелю, рассказывали люди в Запорожье, которые из Мариуполя приехали, рассказывали им, что нацбаты провели, вежливо, конечно, провели мирных жителей в подвал и заняли позиции в квартирах над этими подвалами. Звучит это в западных СМИ, как будто они их защищают. А простите, что это такое, если бойцы занимают свои позиции боевые над этими подвалами, где сидят мирные жители? И насколько они добровольно в этот подвал пошли, и насколько нацбаты, может, выходить не дали, потому что мне в Мариуполе рассказывали люди, как они сидели там и не могли уходить, потому что стреляли снайперы, если они пытались выбраться из этих подвалов. Но мне было интересно эта формулировка в Шпигеле, потому что она, в принципе, покажет, что те, которые на Западе говорят российская пропаганда, они на самом деле правду знают. Только они сформулируют это чуть по-другому. И, к сожалению, поэтому, хоть не хочу никого отговаривать, и, конечно, продолжайте, но вы все события на Донбассе с 2014 года и все неуспехи, которые они дали во всяких разных международных судах и организациях, говорят о том, что Запад со своим обычным большинством во многих этих организациях просто заглушит это дело. Я поэтому, честно говоря, тем более читая такие статьи, как в Шпигеле, где они, в принципе, все подтверждают, очень сомневаюсь в ближайшем юридическом успехе всех этих дел. Конечно, это надо для галочки делать, хоть чтобы доказать, что они не слушают, но полагаться на справедливость в данный момент, к сожалению, на международной арене, наверное, будет очень сложно.